Сегодня поговорим об одном из самых влиятельных политиков нашего времени. Тем более, что его история интересная и со смыслом. Ребенок, ставший жертвой тоталитарной власти, пошел в политику и обыграл систему по ее же правилам. А потом вернул единоличную власть и произвол, жертвой которых когда-то был сам. Чтобы стать главным и прогнуть под себя мир. Поговорим о лидере Китая Си Цзиньпине и его непростых отношениях с коммунистической партией. Перед тем, как начнем, напомню, если у вас тормозит YouTube, в описании ссылка, как его ускорить. Мы там собираем актуальную информацию для разных девайсов. Еще там есть спонсор VPN Liberty, который можно установить на 30 дней бесплатно. История отношений Си Цзиньпиня с Компартией Китая началась не с него самого, а с его отца, Си Чжунсюня, который еще подростком увлекся левыми идеями и вступил в комсомол в середине 20-х годов прошлого века. Тогда в Китае не так давно рухнула империя. Страна считалась республикой, но по факту даже единым государством не была. Бывшие военачальники разделили ее по принципу «кто сколько смог отхватить». Были, конечно, и политические силы, которые пытались страну объединить. Главным из них оказалась националистическая партия Гоминьдан, та самая, которая в итоге обосновалась на Тайване, и Компартия Китая, основанная в 1921 году. Отец Си активно участвовал в студенческих протестах против Гоминьдана. В 15 лет попал в тюрьму за революционную деятельность, где вступил в Компартию, с которой свяжет свою жизнь. В 1934-1935 годах произошло событие, которое впоследствии стало одним из основополагающих мифов Компартии Китая. Коммунисты потерпели поражение от Гоминьдана, и 130-тысячная Красная армия Китая больше года отступала через всю страну, теряя людей из-за голода, истощения и военных действий. И тут же набирая новых из крестьян и бедняков. Из 130-тысячной армии до конечной точки дошло меньше 10 тысяч человек. В ходе этой кампании основатели Компартии успели повыяснять между собой отношения. Так лидером стал Мао Цзэдун. А сама история выживания в тяжелейших условиях создала вокруг коммунистов ореол бесстрашных героев. Так что в китайской историографии это отступление носит почетное название «Великий поход». Отец Си в походе не участвовал. Он возглавлял партийную ячейку и партизанил против националистов в провинции Шэньси, которая стала конечной точкой Великого похода. Так вот, незадолго до прихода туда остатков Красной армии между местными коммунистами тоже возникли разногласия. Товарищи обвинили Си Чжунсюня в отклонении от идей партии и приговорили к смертной казни. Но в провинцию прибыли участники Великого похода под управлением Мао, и тот лично разобрался, что будущего отца Си осудили не по делу, и распорядился его отпустить. С этого момента карьера Си пошла в гору, хотя его убеждения были скорее умеренными и не всегда совпадали с основной линией партии. Тем не менее, Си Чжунсюнь дослужился до серьезных постов в центральном аппарате. В разное время он был начальником отдела пропаганды Компартии, вице-премьером, членом ЦК и зампредом Всекитайского собрания народных представителей. И вот у этого высокопоставленного партийного деятеля в 1953 году родился шестой ребенок – Си Цзиньпинь. Детей партийных чиновников называли «красными принцами», новой подрастающей элитой, а руководство рассматривало их как кадровый резерв на будущее. Так что с первого класса малыша Си зачислили в суперпрестижную пекинскую школу Баии, так называемую колыбель лидеров. Но закончить ее будущему лидеру Китая не удалось. Проблемы начались с большого скачка. Что такое большой скачок? Шел 1958 год. С момента образования Китайской Народной Республики под правлением Компартии прошло 9 лет. От коммунистов ожидали многого – модернизации, индустриализации, прогресса. Но за почти десятилетия толком ничего не случилось. Страна оставалась бедной, отсталой и измотанной войнами – гражданской, японо-китайской и корейской. Мао решил, что для выхода на новый уровень развития нужно не долгое и постепенное развитие, а быстрый большой скачок. Мол, обгоним и перегоним Запад чисто на энтузиазме и ручном труде, а в сельском хозяйстве используем научный метод. На практике речь шла о совершенно абсурдных, агротехниках. Например, вскапывать землю не на 15-20 сантиметров, как обычно, а, скажем, на 200, чтобы высвободить невиданное плодородие почвы. Авторы таких агротехник также считали, что нужно сеять в 5 или даже в 10 раз больше, чем раньше, на тот же участок земли. Смешивать семена разных культур, якобы это улучшит урожай, ну и, конечно, перебить воробьев в рамках борьбы с вредительством.
Конечно, все это не сработало, но чиновники на местах боялись отчитываться о катастрофе, а потому докладывали о рекордных урожаях и успехах промышленности. Пекин в ответ на это повышал планы производства на следующий год. Фальсификации вскрылись только через несколько лет. За это время голод унес, по разным оценкам, от 15 до 45 миллионов жизней. Отец Си Цзиньпиня, в то время занимавший посты члена ЦК Компартии и вице-премьера, хоть и сдержанно, но открыто высказывал опасения, что большой скачок именно к этому и приведет. К 1962-му его слова подтвердились. Мао бросил заниматься экономикой, но несогласие Си-старшего запомнил. Вскоре для устранения нашелся формальный повод. Си Чжунцунь дал разрешение напечатать книжку, в которой товарищи разглядели попытку подорвать авторитет партии. Си подвергся репрессиям. В итоге он сначала оказался в провинции на должности замдиректора тракторного завода, а потом в тюрьме. Период опалы продлился целых 15 лет. Тем временем, после провала большого скачка, влияние председателя Мао в партии начало падать. Мао позволил более вменяемым товарищам, вроде Дэн Сяопина, начать постепенные реформы, реально улучшившие положение. Но своей вины не признал и валил все на правых уклонистов, ревизионистов и буржуазные остатки. Назревала большая чистка. Мао назвал ее «культурной революцией». Распропагандированную молодежь и подростков Мао натравливал на тех, кого заклеймил врагами революции, на учителей и интеллектуалов, чиновников и ученых. Он устроил социальный хаос с доносами друг на друга, насилием и самосудом. Под удар попала и семья Си. Оно и понятно. Отец семейства уже репрессирован, теперь имеются вопросики к его жене и детям. Мать Си вынудили отречься от мужа и публично его критиковать, признавая, что он враг революции. На их дом нападали. Старшая сестра Си Цзиньпиня из-за побоев и угроз покончила с собой. Сам Си стал жертвой травли и насилия со стороны сверстников. Его называли сыном предателя, исключили из школы, закрыли ему дорогу в комсомол. Когда ему было 15, его отправили на перевоспитание в деревню. Но это был не пионер-лагерь. Партия целенаправленно ссылала миллионы городских подростков, особенно детей партийной элиты, в сельские районы, чтобы они очищались от буржуазного влияния, учились у крестьян и перевоспитывались трудом. По совпадению Си попал в одну из деревень провинции Шэньси, в тот же регион, откуда началась карьера его отца. Деревня та оказалась совсем не готова принимать ссыльных подростков, так что жить Си пришлось в Яодуне. Это что-то среднее между землянкой и пещерой. В этом регионе их строят с бронзового века. Чтобы согреться, ему приходилось сжечь навоз. Конечно, никакого электричества и канализации. Еда, пшено и батат. Белка ссыльным детям не полагалось. Но можно было есть лебеду, сколько влезет. Постоянной проблемой были вши. Си перенес дизентерию и гепатит. Перевоспитание подразумевало постоянную тяжелую и грязную работу. Си копал колодцы, таскал навоз и зерно, помогал строить плотины. В какой-то момент он не выдержал и сбежал, но его вернули, и все началось заново. Грязь, работа впроголодь, холод и антисанитария. Именно после неудачного побега юный Си Цзиньпинь перестал сопротивляться системе и начал играть по ее правилам. И первым делом решил вступить в Компартию. В следующие годы Си Цзиньпинь работал, причем впахивал на совесть, и ждал ответа на свое заявление о вступлении в партию. В первый раз ему отказали, ведь он был сыном врага партии. И во второй раз отказали. Некоторые источники утверждают, что в приеме ему отказали 7 раз и приняли на 8-й. К тому времени Си стал совсем своим в деревне, заработал авторитет у местных, ему доверяли, по его инициативе собирались на общественные работы. Он даже убедил крестьян, что им нужна закрытая канализация, и ее построили под его руководством. Став членом партии, Си быстро продвигался по партийной линии и к своим 20 годам стал секретарем деревенского комитета Компартии. То есть фактически начальником этой деревни. Культурная революция подходила к концу. Си уже был членом Компартии, и это значило, что его ссылка была окончена. В 1975 году он отправил документы в один из самых престижных университетов Китая – Цинхуа. Но не как обычный абитуриент, а по квоте для рабочих и крестьян, без экзаменов. И поступил на инженера в области автоматизации химических процессов. Тут надо сказать, что культурная революция основательно разрушила школы и университеты Китая. Многие преподаватели были уволены, осуждены и даже убиты.
Образование во многом было фикцией, но Си не собирался работать инженером-химиком. Раньше он был секретарем комитета в деревне, теперь стал секретарем отделения Компартии на факультете. Си закончил Цинхуа в 79-м, через 3 года после смерти Мао. Это было время, когда уцелевшая во время чисток партийная верхушка принялась переустраивать и саму партию, и государственную власть. Было ясно, нужны правила, которые не позволят партии и стране вновь оказаться в руках ничем не сдерживаемого фанатика. Определился и новый лидер Китая, тот самый умеренный Дэн Сяопин. Во время культурной революции его тоже отстранили от власти и репрессировали, но в 1977-м реабилитировали и назначили на ключевые посты, где Дэн Сяопин занялся экономическими и политическими реформами. Суть экономических реформ заключалась в том, чтобы везде, где только можно, допустить рыночные отношения. Крестьянам разрешили продавать излишки произведенных продуктов, что решило проблему голода в Китае. Постепенно разрешили частное предпринимательство, сначала только индивидуальную трудовую деятельность, то есть работу на себя, а потом и найм. При Дэн Сяопине появились свободные экономические зоны. Китай стал привлекать иностранных инвесторов, начал ориентироваться на экспорт. При этом, с точки зрения политических свобод, для граждан почти ничего не изменилось. Зато многое поменялось внутри власти. Она перестала быть единоличной. Власть распределилась между 3 главными постами. Есть лидер Компартии, генсек ЦК КПК, есть глава страны, председатель КНР, должность типа президентской, и еще председатель военного совета ЦК, что-то вроде главнокомандующего всеми войсками. Сам Дэн Сяопин не был ни генсеком, ни председателем КНР. Он как раз был председателем военного совета. А еще у него был авторитет старого революционера и умение проворачивать дела из-за кулис. За время правления Дэн Сяопина сменились 3 генсека. Разделение верховной власти на 3 ключевых поста дополнялось тем, как балансировали друг друга фракции Компартии. Нет, официально, конечно, считалось, что никаких фракций в Коммунистической партии Китая не существует. Есть единство идеологии и солидарность по всем вопросам. На деле внутри партии отчетливо выделялись отдельные группы. Шанхайцы, в основном бюрократы, по нашим меркам крепкие хозяйственники. Молодежная лига, выходцы из комсомола, более либеральные, чем другие фракции. А еще были красные принцы, дети и внуки ветеранов революции со связями в армии и доступом к элитам, ну и связями в бизнесе тоже. Были и другие, не такие влиятельные группы. И эти фракции отлично балансировали друг друга. Плюс появилось ограничение, что нельзя занимать высшие должности более 2 сроков подряд. Для поста председателя КНР это ограничение было внесено в Конституцию, а для постов генсека и председателя военного совета стало традицией, неукоснительно соблюдавшейся со времен Дэн Сяопина. Вся эта хитро выкрученная система сдержек и противовесов не была идеальна, но работала до поры до времени. Вернемся в 1979 год. 26-летний Си Цзиньпинь закончил университет и начал восхождение на вершину власти. Поступая в университет, он получил льготы, положенные ему как выходцу из деревни, из простого народа. Но первую должность он получил как красный принц через связи. Судя по всему, недавно реабилитированный отец Си дал ему рекомендации, и молодой человек сразу попал на работу в Госсовет и Центральный военный совет Компартии. Стал секретарем Гэнбяо, министра обороны и личного соратника Дэн Сяопина. Это была престижная работа, которая сразу позволила наладить связи в высших кругах и стать своим человеком в Пекине. Но чтобы приблизиться к настоящей власти, работы в центральном аппарате было недостаточно. Нужно было попасть хотя бы в Центральный комитет, внутрипартийный парламент с несколькими сотнями членов, а еще лучше в Политбюро и Постоянный комитет ЦК. Но для этого нужно было поработать на земле, в отраслях, в идеологии, в разных провинциях, показать себя как надежный управленец, лояльный член партии. Нужны были годы или десятилетия даже усилий. И в 1982 году Си начал с должности заместителя секретаря уезда Чжэндин. Уезд – это очень скромная территория. В Чжэндине, например, жило около 500 000 человек, что для Китая очень мало. Си прекрасно понимал проблемы сельских жителей и выяснил, что местные фермеры были обложены чрезмерными налогами, которые не могли потянуть. Он взялся представлять их интересы и сумел добиться, чтобы фермерам снизили нормативы. Экономическое положение региона улучшилось радикально, а Си уже в следующем году был повышен до секретаря уезда. Словом, он стал заметным. За его карьерой начали следить из центрального аппарата.
Следующим назначением стала должность вице-мэра в портовом городе Сямынь, недалеко от Тайваня. Население здесь уже на порядок больше, и назначение было гораздо ответственнее. Потом его с повышением перевели в соседний город, и везде он себя показывал толковым и эффективным управленцем. Занимался экологическими проблемами, экономикой, привлекал инвестиции из Тайваня, а еще женился. В 1986 году, когда он был еще вице-мэром Сямыня, друзья познакомили его с певицей Пэн Лиюань. Ее знал весь Китай. Она исполняла китайский фолк и всякое патриотическое. Была солисткой ансамбля песни и пляски Цзинаньского военного округа. И поет до сих пор. А в 2013 году, во время визита в Россию, в Кремлевском дворце, она даже спела «Ой, цветет калина». Ой, цветет калина, то ли урча, парня молодого полюбила я. К 2002 году Си дослужился до должности секретаря провинциального комитета Компартии. Проще говоря, стал губернатором. И тогда же был избран в ЦК, то есть по нашим меркам вышел на федеральный уровень. В 2006 году в Шанхае случился коррупционный скандал. Тамошнего мэра, то бишь секретаря, обвинили в нецелевой трате средств, предназначенных на пенсии. Тушить пожар отправили Си Цзиньпиня. И он опять проявил себя самым лучшим образом. Не устроил чисток, хотя считалось, что в коррупции была замешана часть администрации региона. Наладил партийную дисциплину. Словом, решил проблемы. И в 2007 его избрали в постоянный комитет, высший орган власти Компартии, состоящий всего из нескольких человек. С этого момента Си стал одним из основных претендентов на роль преемника Ху Цзиньтао, который тогда был генсеком. Нужно сказать, что для Ху Цзиньтао, как и для либеральной фракции комсомольцев и бюрократической фракции Шанхая, Си Цзиньпинь выглядел компромиссной фигурой. Ни вашим, ни нашим, умеренный, адекватный. От Си, который всю карьеру следовал правилам, не отступал от традиций, никто не ждал, что он начнет рушить систему, на вершине которой оказался. Но он начал. В 2012-м с одобрения Ху Цзиньтао Си избрался генсеком Компартии и одновременно председателем военного совета ЦК, сосредоточив в своих руках 2 ключевые должности из 3. Буквально на следующий день Си Цзиньпинь почти полностью переназначил постоянный комитет ЦК, тот самый высший орган из нескольких человек, сократил число членов с 9 до 7, причем 5 оказались новичками. Ху Цзиньтао еще оставался председателем КНР, но спустя полгода Си избрался и на эту должность. Спустя 6 лет Си завершил демонтаж суррогатной системы сдержек и противовесов, отменил конституционные ограничения в 2 срока для поста председателя Китайской Народной Республики, чем сделал себя бессменным и ничем не ограниченным правителем. Вот так вот. В заключение расскажу об одном эпизоде, который случился относительно недавно, в октябре 2022 года. Шел 20-й съезд Коммунистической партии Китая. И в зал впустили журналистов, на глазах которых развернулась следующая сцена. Пожилой Ху Цзиньтао, бывший генсек КПК, передавший власть Си 10 лет назад, сидел слева от него, на своем почетном месте. К нему подошел сотрудник аппарата ЦК и начал уговаривать его покинуть зал. Старик Ху Цзиньтао явно того не ожидал, попытался отказаться, но его буквально вывели из зала под руки. Сидящие рядом Си и премьер-министр Ли Кэцянь отводили взгляд. Бывшего лидера буквально вышвырнули из зала, да и из политики, демонстративно, на глазах прессы и делегатов. Цензура почти сразу вырезала этот эпизод из официальных трансляций, но его было достаточно, чтобы общество получило сигнал. Переход к персоналистской власти Си Цзиньпиня был завершен. Поразительно киношная история, если вдуматься. Сын политзаключенного, жертва режима, обыгрывает режим по его же правилам и сам становится лицом нового режима. Герой победил, но стал тем, с чем сражался. Что это значит для Китая, для России и всего мира, нам еще предстоит узнать. До завтра.